Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание порче на деньги. Поговорим о том, какие признаки порчи на финансовые проблемы, далее, как избавиться от порчи на деньги и как это влияет на вас и на вашу жизнь. Девочки и мальчики, очень важная информация, вы спрашивали, и мы хотим вам более детально все рассказать и разъяснить, разложить по полочкам. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца. Порча – это энергетическое влияние на человека со стороны недоброжелателя. И порой его оказывают люди, на которых никогда в жизни и подумать нельзя было бы, так как они считаются близкими и даже родными. Но, к сожалению, узнать, что на самом деле у какого человека в сердце, невозможно. И зависть способна менять человека не в наилучшую сторону. Поэтому лучше не афишировать все хорошее, что происходит в вашей жизни, не рассказывать о своих секретах и сокровенных мечтах, чтобы не провоцировать нечистосердечного человека на негативные действия. Когда порча наводится на человека, он в такой период жизни может кардинально измениться, начать совершать поступки, которые ранее ему были неприемлемы, недооценивать тех, кто находится рядом, забросить то, что было важным, и потерять то, что было ценным. Порча очень опасна, так как если у человека сильное энергетическое поле, он не сразу сможет осознать, что его жизнь рушится, а это ощущение придет в тот момент, когда уже тяжелее будет от нее избавиться, или же даже в тот момент, когда она отберет то, на что была сделана. Если же у человека, наоборот, слабое биополе, она способна начать действовать моментально, и данный человек не успеет на это отреагировать, так как утратит нужные энергетические силы, которые могут помочь ей противостоять. Чтобы уберечься от порчи, нужно не лениться, а вовремя выставлять защиту от порчи, прибегая к знаниям, которые передались нам от предков. В большинстве случаев порча наносится с помощью подкладов, которые нечистосердечный человек приносит под порог того, кого считает этого достойным. В некоторых случаях такие подклады могут попадать и в дом. Располагать их будут, как правило, в труднодоступных местах, куда вы часто не добираетесь при уборке или же в повседневной жизни. Но для таких действий недоброжелатель должен хорошо знать ваш дом и понимать, где и что у вас располагается. Часто люди, заметив некоторый мусор у порога, могут не воспринимать это как угрозу, так как не будут понимать, что это порча, которая принесена под дверь специально. На что же вам нужно обратить внимание и не проходить просто так, чтобы иметь возможность быстро отреагировать на посыл негатива и избавиться от него? Порча, как вы знаете, наводится на различные крупы. Часто это рис, пшено, пшеница, семечки подсолнуха могут быть. Это могут быть и просто скорлупки от них. Тогда порча несет в себе энергию пустоты. Обрезки от различных овощей, в основном там, где хвостик, очистки от картошки, целые гнилые овощи, рыбья чешуя, земля, пыль, песок, еловые ветки, опилки, нитки, может быть подпаленный клубок или моток нити, это может быть шерсть, волосы, как клочок, так и скрюченный моток. Это могут быть бусины, монеты. Если это монеты, то в большинстве случаев устаревшего номинала. С стесанными краями, заломами, ржавчиной. Могут быть также ногти, какашки, капли крови. Очень опасно является порча, сделанная на молоко и воду, так как это быстро высыхает и последствия могут быть незаметными. Могут быть хлебные крошки, это может быть корочка или различная бумага. Вы знаете, есть два вида порчи. Порча на безденежье, а также порча на дом, в которой вы живете, и на то, что вам в нем стало некомфортно находиться. Вы решили его покинуть, а как следствие разрушится и ваша семья, которая в нем живет и не сможет осознать вашего желания резко изменить место жительства. Вы уже знаете, что порча может быть наслана на любую сферу жизни человека. Например,
Порча на отсутствие денег и на безденежье. Делается, если у вас никогда не было проблем с финансами, вы могли позволить себе все то, что только пожелаете, и деньги приходили в вашу жизнь в нужном количестве, открывая перед вами различные возможности. Вы с легкостью могли их заработать, но в один момент все перевернулось. Вам их стало катастрофически не хватать. И вы не можете их больше зарабатывать, так как на работе начались проблемы. Урезали зарплату, перестали выплачивать премию. То, что ранее приносило хороший доход, просто перестало это делать. Происходят финансовые потери, на что уходят деньги, которые вы смогли отложить или же откладывали на какую-то крупную покупку. Вы не можете на данном этапе собраться, чтобы определиться, что вам нужно для того, чтобы избавиться от возникшей ситуации. Ваши мысли постоянно чем-то заняты. Может сложиться впечатление, что они как бы вроде в тумане, из-за чего вы расстраиваетесь и таким действием усугубляя еще больше ситуацию, в которой оказались, и ваши дела становятся еще хуже, чем были. Для того, чтобы справиться с возникшей ситуацией, вы начинаете одалживать деньги, что приводит к долгам, которые не уменьшаются, а накапливаются, как своего рода снежный ком. Перед тем, как все началось, вы должны были обнаружить у вашего порога монеты, скрученную и подпаленную по центру, хлебную корку или же пшеницу. Если возле дверей такого не было, поищите на своей кухне, так как недоброжелатель знает, как точно нужно воздействовать и приносить желаемый вред. Ведь он не считает нужным пойти на другую работу, возможно, изменить свою финансовую дорогу. Его мышление направлено только на то, чтобы отобрать у вас денежную удачу и притянуть ее в свою жизнь. Те, кто пытается навредить, также делятся на категории. Есть те, кто приносят вред и оставляют хоть немного денежной энергии, чтобы тот, на кого они оказали данное воздействие, мог сводить концы с концами. Но есть и такая категория недоброжелателей, которая вас ненавидит и будет стараться отобрать у вас абсолютно все. И чем хуже будет становиться вам, тем лучше себя будет чувствовать данный человек. Когда найдете подклад, ни в коем случае не берите его руками. Используйте при этом лист бумаги, резиновые перчатки, но то, чем вы будете брать данный подклад, нужно будет также сжечь. Соблюдайте при этом все правила и обязательно избавьтесь от него, прибегая к ритуалу, который вам в этом поможет. Перед тем, как его поднимать, насыпьте на него соль, смешав для этого мелкую и крупную, которая может быть куплена в любой день, но обязательно должна быть заговорена утром, также в любой день. Для того, чтобы заговорить соль, нужно будет положить ее на подоконник, открыть окно, вставить в нее тоненькую восковую свечу. Когда она прогорит до половины, нужно будет поджечь лавровый лист, поводить ним по соли и проговорить такие слова: «Соль на помощь себе заговариваю, буду ее привлекать, когда нужда и печаль будут меня одолевать. Сильной энергии в нее войдите, мне в этом помогите. Лавровым листом ввожу, возможность есть денежной энергией совладать передаю». Затем лист выбросите, а свеча пусть догорит полностью. Агарок выбросьте где-то на природе. Хорошо, если получится сделать это под крепким деревом, эта соль будет иметь необычайную силу и сможет помочь вам даже в очень трудных жизненных ситуациях. Смешав соль, посыпайте трижды ней на то, что найдете. При этом на каждый раз проговаривайте такие слова: «Я порчу этой солью нейтрализую, она с этого момента на меня не влияет, финансы у меня не отбирает, все как прежде в жизни моей оставляет». Когда проделаете, собирайте подклад, возьмите с собой коробок спичек и вынесите на улицу. Из спичек выложите круг, вовнутрь положите все то, что вы нашли, после чего подожгите то, что нашли, независимо, сгорит оно или нет. Огонь сделает свое дело. Проследите и за тем, чтобы сгорели все спички. Если нужно, спалите по отдельности. Когда все догорит, трижды потянитесь, вдохните и скажите: «Порча прочь ушла, я это ощущаю, энергии светлые к себе привлекаю. Вселенная, мне помоги, биополе восстанови».
После этого идите домой, а придя, обязательно одежду, в которой были, постирайте в соляном растворе. Примите душ, затем сделайте отвар из ромашки, немного выпейте, а остальным перед сном ополоснитесь, проговаривая такие слова. Утром без денежной нужды проснусь, буду деньги в свою жизнь привлекать и вновь полную стабильности и изобилия ее проживать. Утром вы проснетесь совсем в ином расположении духа. В голове будет светло, никакие тревоги, плохие мысли не будут вас больше тревожить. А с каждым следующим днем финансовое положение будет улучшаться и улучшаться до тех пор, пока не восстановится полностью. То, что вы потеряли при помощи недоброжелателя, обретете в большей степени, а вот данный человек потеряет даже то, что имел, так как Вселенная откликнется на ваш посыл о помощи и накажет того, кто создал такой энергетический дисбаланс. Если у своего порога вы нашли какую-то непонятную для вас куколку из ткани, фигурку, сделанную из сухой травы, веточек, мак, комки из грязи, песок, шерсть какого-то животного, ржавую проволоку, иглу, гвоздь, все это укажет на то, что ваш враг наводит порчу на ваш дом, так как завидует тому, что вы хорошо живете, что у вас в доме красиво, уютно, что отношения между членами семьи искренние. Будьте уверены, что именно данный человек вхож в ваш дом. Он на протяжении многого времени вам завидовал, и зависть сделала свое дело. Он решил у вас отобрать то, чем вы дорожите, и во что вы вкладываете много сил, энергии, содержите в чистоте и в порядке свой дом. После такого воздействия энергетика дома будет оказывать негативное влияние на всех членов семьи, в большей степени на того, кто обладает более слабым биополем и подвержен любому негативу извне. Переступив порог такого дома, будет казаться, что стены давят со всех сторон. Потолок как будто нависает над головой, и будет возникать желание заплакать, поскандалить, и те приятные ощущения, которые ранее вызывал уютный дом, просто-навсего уйдут. В ночное время суток это будет ощущаться в большей степени. Не будет хватать воздуха, паника будет одолевать и с каждым днем будет становиться все более выраженной. Сердцебиение будет учащенным. Появится желание открывать окна и так спать. Бессонница будет мучить день изо дня. Ребенок начнет постоянно капризничать. Животные, которые есть в доме, себя будут вести неестественно, а цветы засыхать. Такое влияние будет тянуть за собой все новые и новые неприятные ощущения, что приведет к тому, что в такой дом не будет хотеться возвращаться, и та крепость, которая ранее защищала от всего плохого, станет просто наказанием. Все члены семьи, живущие в данном доме, будут ощущать бессилие, отсутствие энергии, пропадет желание чем-либо заниматься, убирать в доме, раскладывать все на свои места, что притянет разрушительный негатив, который за короткий промежуток времени и вовсе разрушит энергетику жилья, перекрыв поступление светлым энергиям в него. Из такого дома захочется бежать, из-за чего может начать распадаться семья. И, возможно, кто-то из членов семьи совершит такой поступок, после которого от него все отвернутся. Возможно, тот, кто имеет самое слабое биополе, уйдет из него и более никогда не вернется. В любом из этих случаев от бывалого счастья, уюта и комфорта в данном доме и следа не останется. Если у вас начало такое происходить, обязательно обратите внимание первым делом на то, кто возле вас находится. В такой период времени в вашей жизни, что данный человек вам говорит, как наставляет вас, куда подталкивает. Недоброжелатель не сможет удержаться от удовольствия изблизи наблюдать за тем, как в вашем доме все рушится и как из уютного становится неуютным. При этом он всячески будет вам повторять, что ничего страшного, что многие так живут. Обязательно сразу, если ничего не нашли у порога, протрите возле него отваром из корицы, гвоздики и полыни и оботрите всю входную дверь. Обязательно при этом обсмотрите ее, так как в большинстве случаев такой подклад должен быть оставлен в лутке входной двери или же в коридоре. Когда обнаружите его, сразу вынесите за порог. Но не забывайте, что не стоит брать руками. После этого подожгите 2 восковые свечи. Капните на него воском и при этом скажите такие слова:
Порчи влияния прерываю, стеной из воска нас разделяю. Огонь также в помощь приди, посыл порчи недоброжелателю возврати, а дом мой от этого защити. Когда скажете эти слова, свечами проведите по периметру всей двери, снаружи и внутри. Затем, если свечи не догорят, оставьте их перед порогом. Чтобы полностью догорели, огарки выбросите. Вашу находку обязательно нужно будет сжечь подальше от дома, проговаривая при этом трижды такие слова: «Порча дом покидает, вместе с огнем сгорает». Вернувшись домой, возьмите щепотку корицы, выйдите за дверь и трижды не киньте об нее, проговаривая при этом такие слова: «Дом – обитель моя, сильная энергетика с этого момента наполняет тебя, счастье возвращается и приумножается, а комфорт вновь всеми членами семьи ощущается». Когда проделаете это, обязательно примите душ, чтобы смыть с себя негатив, который могли подобрать в процессе избавления от порчи, при этом думая о том, что вода очищает все ваше тело, а также душу и энергетику от всего плохого. Когда придет полночь, зажгите свечу любого цвета и установите ее по центру стола, проговаривая в этот момент такие слова: «Сильный канал отворись, дом сильными энергиями наполнись, нас оберегай, от врагов впредь защищай». Если кто-то еще раз решит порчу отправить, сразу ее отбивай и этому человеку в приумноженном виде возвращай. Так вы не только избавитесь полностью от порчи, но и сможете установить защиту, прибегнув к сильным и светлым энергиям за помощью. Впредь не придется вам ни о чем переживать, но от того, кто это сделал, держитесь подальше, так как этот человек не только недостоин входить в ваш дом, но и даже не стоит с ним общаться. Друзья, понравилось это видео? Прямо сейчас ставьте лайк, в комментарии напишите слово «принимаю» и «благодарю». Кто спрашивал, как можно нас отблагодарить, отправить нам донат, поддержать нас, друзья. Благодарность можно выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Мы всех благодарим, кто нас поддерживает, кто нам помогает. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!